Владимиру Путину исполняется 72 года, и 24 из них он фактически управляет Россией. Никто ничего про ваш день рождения обычно не знает. Почему так? Мне даже не знаю даже, как вам ответить. И правда, о днях рождения Путина мы практически ничего не знаем. Знаем, сколько ему лет, уже хорошо. Это мой день рождения, это не национальный праздник. Ну, как сказать. Пропаганда из кожи вон лезет, чтобы доказать: 7 октября – красный день календаря для всех россиян. А сейчас музыкальная композиция поздравления для нашего президента. Давайте поздравим нашего президента. С днем рождения, Владимир Владимирович! С днем рождения! Но где именно Путин отмечает свой день рождения – большой государственный секрет. Хотя так было далеко не всегда. В первые сроки своего правления Путин, как правило, появлялся на публике 7 октября. То театр посетит, то плавучий ресторан на Неве. А в 2002 году сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст провел с президентом его день рождения и выпустил специальный репортаж, в котором подчеркивал трудолюбие и аскетизм тогда еще молодого главы государства. Все изменилось в 2012 году, когда Путин вернулся на третий срок. С тех пор нам почти перестали сообщать, где и с кем президент России встречает свой день рождения. Кремль стал чаще ограничиваться абстрактным в кругу родных, близких и друзей. С 2016 года этот круг сузился еще больше, и нам сообщали только о родных и близких. При этом какие родные и близкие? Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Или другие женщины? Куда делись друзья? И где находится этот таинственный круг, в котором Путин отмечает свои дни рождения? До войны мы могли о многом догадываться. Можно было предположить, что 7 октября президент встретит на столь любимом им Черноморском побережье. Наверняка в компании какого-нибудь Сергея Шойгу. Но после нападения на Украину многое изменилось. Что именно, мы расскажем вам в новом выпуске «Проект Детали». Как война поменяла путинские привычки, чего Путин боится после вторжения в Украину и как он наказывает своего бывшего друга. Прежде чем мы продолжим, одно важное объявление. Мало того, что замедление YouTube в России увеличивает роль лайков и подписок под этим видео, так что если не поставили лайк и не подписались, обязательно это сделайте, так еще и важно оставаться на связи на случай, если YouTube заблокирует полностью. Чтобы не теряться, подпишитесь на нашу рассылку и все социальные сети. Инструкции по ссылке в описании. И не забывайте про донаты. Расследование – это дорого, но оно того стоит. Путин – большой фанат Черноморского побережья Краснодарского края. В Геленджике у него есть тот самый дворец, а в Сочи находится официальная летняя резиденция Бочаров-Ручей, где Путин встречается с высокопоставленными друзьями, не только друзьями. Здесь он неоднократно принимал Лукашенко, Эрдогана, а в далеком 2008-м позвал на последнюю встречу президента США Джорджа Буша-младшего, с которым одновременно должен был уйти на пенсию. Но ушел только Буш, а Путин и его любовь к Сочи остались. К Олимпиаде 2014 года, и этот факт очень важен для нашего рассказа, привели в порядок не только город, подлатали и Бочаров-Ручей, и Путин стал бывать здесь очень часто. Вплоть до пандемии коронавируса он только официально проводил здесь около 30 дней в году. Наверное, он не любит это слово, но, как правило, российский президент приезжает в Сочи в бархатный сезон. В сентябре, октябре и в ноябре. Погода в это время прекрасная. Уже не жарко и еще не холодно. Туристов значительно меньше, чем в летние месяцы. Плюс можно отметить день рождения. Но больше бархатного Путин любит майский Сочи. После Дня Победы и Бессмертного полка он почти неизменно отправлялся отдыхать на море. И мало что может нарушить эту традицию. Но это всего лишь официальные поездки в Сочи. Судя по всему, Путин проводил на Черном море в несколько раз больше времени, чем об этом говорит Кремль. Причем уже много лет. Но сколько точно Путин проводит времени в Сочи, посчитать невозможно. Как мы вам уже рассказывали, во время ремонта южной резиденции Путину выстроили там точную копию кабинета, как в подмосковном Новоогарёво. И с тех пор нам регулярно морочит голову. Сообщают, что президент не отъезжает из столицы, но мы-то видим по сервису Flight Radar, что его самолеты летают на Черноморье. Перемещение самолетов говорят о том, что Путин мог провести в Сочи едва ли не треть карантинных осени и зимы 2021 года. Зеленым выделены даты, когда Путин был в Сочи официально, а красным выделены дни, когда
когда Путин мог провести в Сочи, потому что туда прилетали его самолеты, а на сайте Кремля публиковались фото и видео из кабинета двойника, ну или вероятные консервы, то есть заранее отснятые кадры встреч. Первый год войны почти ничего не изменил в графике президента. Его самолеты продолжили летать в Сочи, да и официальных встреч стало больше, чем было в первый год ковида. Путин принимал здесь Лукашенко, Эрдогана, лидеров стран бывшего СССР, в общем, тех, кто с ним еще может встречаться. Все резко изменилось в 2023 году. В нашем новом формате «Проект Детали» мы разбираем для вас главные, на наш взгляд, события месяца. Но в России и с Россией каждый день происходят важнейшие события. И чтобы ничего не упустить, обязательно подпишитесь на агентство и проект в Телеграме. Все ссылки в описании. И, конечно, не забывайте про лайки. Что же случилось на второй год войны? Зимой 2023 года Путин, судя по всему, вообще не летал в Сочи. Зато он, по традиции, о которой я вам еще расскажу, неформально побывал там в мае. По крайней мере, один из его основных самолетов вместе с резервным прибыл в Сочи. Там президента застало официальное взятие Бахмута. Но с таким важным для Кремля достижением Путин поздравил военных лишь текстовым сообщением на сайте. В кадре хвастался победой Евгений Пригожин. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка. Летом Путину было совсем не до отдыха. Мятеж повара и последовавшие за ним проблемы могли повлиять на его расписание. Но и весь оставшийся год Путин, похоже, летал в Сочи только если там были официальные мероприятия. В июне встречался с Лукашенко и другими лидерами постсоветских стран. В начале сентября переговоры с Эрдоганом, а в середине опять с Лукашенко. Были еще пара мероприятий осенью 2023 года, одна поездка в марте 2024 и все. Уже 7 месяцев Путин не бывал в своей сочинской резиденции. Такого не было как минимум 10 лет, а то и вообще никогда. Но почему он перестал летать? Если вы откроете карту Гугла, то на месте главного здания резиденции Бочаров-Ручей вы увидите котлован. Здание снесли до основания. Актуальность этих кадров – май 2024 года. Изучив спутниковые снимки, мы пришли к выводу, что резиденцию начали сносить в феврале 2024 года, а сравняли с землей здание к марту. Стоп. На сайте Кремля сказано, что Путин приезжал в Сочи в марте, когда здание уже было снесено. Он под камеры принимал в резиденции главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Уважаемый господин генеральный директор, я очень рад вас видеть вновь в России. Ну не во дворец, под Геленджиком же он его повез. Тут есть интересная деталь. Во время ремонта перед Олимпиадой 2014 года, о котором мы вам уже рассказывали, на территории Бочарова ручья построили новое здание. Вот это. Оно появилось у южной границы резиденции как раз в 2014-м. Судя по небольшому видео приезда Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева, приехали они как раз к этому домику. Вот здесь видно, как плитку пересекает ливневка, вот уличное освещение, а вот растительность. Далее в репортаже ВГТРК мы видим, что Гросси и Лихачев заходят в это здание. Здесь они встречаются с Путиным в знакомом интерьере. Это зал совещаний, в котором глава государства обычно встречается с чиновниками и проводит различные заседания. Это здание в основном для внутриполитических дел. Например, с 2014 года Путин традиционно проводил здесь совещания с руководством Минобороны и представителями ВПК. Традиция прервалась в 2022. В ноябре того года Шойгу и Суровикин сдавали Херсон Украине. Сергей Иванович, доложите обстановку в районе проведения специальной военной операции. Понимаю, что это очень непростое решение. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Зато теперь, когда Путин остался без главного здания резиденции, здесь было удобно принять главу МАГАТЭ. На этом видео приезда Гросси не слышно работы техники. Здание находится на удалении от основного корпуса и ниже его, так что увидеть строительные работы довольно сложно. Их сложно заметить и местным жителям. Территория, как водится, окружена высоким забором, и увидеть что-то теоретически можно только с моря, либо с железной дороги, которая огибает резиденцию перед прибытием на Сочинский вокзал. Кстати, на этих кадрах, снятых любителями поездов, видны работы на железнодорожной ветке, которая идет в Бочаров-ручей. Ее проложили, чтобы Путин смог приезжать в резиденцию на своем бронепоезде. На территории комплекса есть специальная платформа для президента.
Вопросов остается очень много. Во-первых, зачем нужно было сносить роскошную резиденцию, которую еще 10 лет назад отреставрировали? И главное, раз у Путина есть рядом другое место для встреч, почему он вообще перестал летать в Сочи? А ответ, вероятно, самый очевидный. Из-за налетов дронов президент боится бывать на Черноморском побережье Краснодарского края. Сочинский аэропорт — единственный работающий на всем побережье, один из немногих работающих на юге России в целом. Полеты сюда из-за войны прерывались лишь дважды. В самом начале вторжения в 2022 и осенью 2023 после массированной атаки дронов в течение нескольких дней. 20 сентября недалеко от аэропорта взорвалась цистерна с топливом. По словам местных жителей, они слышали взрыв, а телеграм-канал «База» утверждал, что в цистерну попал беспилотник. В ночь с 30 сентября на 1 октября еще одна атака. По версии украинской разведки, беспилотник попал на территорию сочинского аэропорта по вертолетной площадке, которой мог пользоваться Путин во время своих визитов. Самолет Путина приземлился в Сочи 3 октября, спустя 2 дня после удара по аэропорту, который после атаки ненадолго закрыли. Несколько рейсов отменили или задержали. 14 октября еще одна атака. Минобороны отчиталась об уничтожении беспилотников над Черным морем у берега Сочи. Сентябрь и октябрь, перед днем рождения и после, едва ли не любимое время Путина в Сочи, и на это время приходятся удары ВСУ. Президент был здесь аккурат между атаками беспилотников. Одним словом, в 2023 году Путин почувствовал угрозу своей физической безопасности и испугался. Ведь в 2023 году беспилотники стали долетать до Москвы, до удаленных от Украины регионов России, например, до авиабазы в Пскове. Приграничные города стали регулярно обстреливать ракетами, а диверсанты прорываться через границу. Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса снова ведут бои на территории Российской Федерации. И не забываем про мятеж Пригожина. То, что Путин перестал бывать в любимых южных местах, своеобразный индикатор безопасности в стране. Как бы власти не пытались убедить население в том, что жизнь продолжается, а победа близка, даже Путину пришлось изменить собственные привычки из-за войны. Даже ему угрожает опасность. Кого они решили запугать? Знакомый Путина подтвердил проекту, что президент действительно опасается летать на юг. Чиновники обсуждают между собой, что их перестали приглашать в Сочи на тет-а-тет с президентом, и очень этому удивляются. Иначе стали себя вести и его самолеты. Если в 2021 и 2022 году сервисы по отслеживанию самолетов рисовали четкую траекторию движения президентских бортов, то с 2023 непонятно, куда эти самолеты летают, даже если у Путина официально подтвержденный визит. Пилоты выключают транспондеры на протяжении большей части полета. Вот, например, президентский самолет, на котором Путин прибыл в Ханой. После визита он вылетел из Вьетнама и пропал где-то на границе Китая и Монголии, хотя это официальный визит и перелет явно вне зоны досягаемости украинских дронов. Или вот, например, поездка в Астану тем же бортом. Сразу догадаться, что Путин летит в Астану, довольно сложно. В реальном времени отследить полет нельзя, самолет просто пропадет с радара. И вряд ли это сбой программы, раньше-то все нормально было. Это явно продиктовано желанием Путина скрыть собственные перелеты, даже если это запланированная поездка. Что это, если не страх за собственную жизнь? Но вернемся к позитиву. У Путина все-таки день рождения. За последние 12 лет он только дважды официально отмечал день рождения в Сочи. В 2015-м играл в хоккей, в том числе с Сергеем Шойгу. Успехов всем! Как счастлив на этом видео пока что министр обороны, который за несколько часов до этого матча докладывал Путину об успехах в Сирии. В 2017-м Путин провел совещание Совета Безопасности, и Шойгу здесь тоже весел, видимо, в предвкушении торжества. С ним же Путин ездил в тайгу, еще одно место силы президента, где он тоже отмечал свой день. А в 2019-м Путин гулял с Шойгу в канун своего дня рождения, а потом отмечал на природе в кругу родных и близких. И шишечка в центре. Шишка сверху. Покажи. Зачастую Путин отправляется в Сибирь в компании Шойгу, хозяина Тувинской и Хакасской тайги. В этих регионах он обладает огромным влиянием. Надо ребят попросить, чтобы на вертолете облетели, посмотрели.
Путин давно официально не приезжал на отдых в Сибирь, но месяц назад перед визитом в Монголию заехал в родную для Шойгу Туву. Провел там разговор о важном. Я бы хотел задать вопрос, сколько часов вы спите и отдыхаете, чтобы быть в такой хорошей форме? Ну вот, соврать неудобно, расскажу тебе как есть. Но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, 4 часа. Это маловато. Так обычно сплю 6 часов. Проверить, сколько президент спал, невозможно, зато можно предположить, где. Самолет президентского парка летел в сторону Кызыла, судя по данным Flight Radar, 1 сентября. У президента было время поговорить со школьниками, местными чиновниками и даже ламой. Все, что можно сделать, это бывает здесь почаще. И он, конечно, успел бы по традиции отдохнуть на природе с Шойгу. Но его в Туве не было. Видимо, разочаровал президента. В мае этого года, после многих неудач в Украине и мятежа Пригожина, он лишился поста министра. Многие из его приближенных либо были уволены, либо оказались в тюрьме. Срок его содержания по стражу на 2 месяца суток, то есть до 23 июня 2024 года. Только посмотрите, как Шойгу был весел до войны и на посту министра, а как грустит сейчас, когда жмет руку президенту. Это зарядка. Для нас с вами это зарядка. И передаю слово секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу. Пожалуйста. Говорят, что Путин не просто обиделся на Шойгу. Судя по всему, он лишил его важных привилегий. Бывший друг остался без кабинета, соответствующего должности секретаря Совета Безопасности. Свое единственное большое интервью на этом посту Сергей Шойгу дал 10 сентября и непонятно где. Это явно не рабочий кабинет. Эмблема Совбеза не на своем месте, ее просто поставили для съемки. Флаг стоит так, что мешает человеку, сидящему за столом. Да и убранство не соответствует Сергею Шойгу. Очень темно и дешево. А вот как должно выглядеть убранство. Это интервью Николая Патрушева коммерсанту времен, когда он был секретарем Совбеза. По-царски сидит в кресле, которое стоит посреди большого зала в здании на Старой площади в Москве. Почему так? Один из информированных собеседников рассказал проекту, что после кадровых перестановок большие начальники просто не поделили кабинет. Когда 14 мая 2024 Путин перевел Патрушева из секретарей Совбеза в свои помощники, тот попросил начальника оставить за ним роскошный кабинет. Путин согласился, а для Шойгу, который должен был туда въехать, ничего взамен не придумал. По словам нашего собеседника, глава кремлевской администрации Антон Вайна долго подыскивал Шойгу замену, и всеми предложенными вариантами уволенный министр остался недоволен. Так что война в каком-то смысле забрала у Путина не только отдых на юге, но еще и друга. Вряд ли теперь Шойгу будет приглашенным гостем на дне рождения Путина. Мы имеем, к сожалению, печальный опыт последних лет и особенно последних месяцев. Но кто же все-таки родные и близкие, с которыми Путин отмечает свой день? Приблизиться к ответу на этот вопрос мы можем, поняв, к кому Путин сам приезжает на дни рождения. И не официально, под камеры, а тайно, как и вся его семейная жизнь. Вернемся к графику поездок Путина в Сочи. Из него мы знаем, что самый лучший месяц для Черного моря – май, по мнению Путина. В каком-то смысле выбор неочевидный. Тем более, что у Путина долгие годы была традиция ездить туда в определенный день, после Парада Победы. Что же такого происходит в Сочи в 10-х числах мая? Стойте, 12 мая – день рождения Алины Кабаевой, матери путинских детей. Но как узнать, была ли Кабаева в Сочи в те же майские дни, что и глава государства? Нам на помощь приходит Алинина свита. Из расследования проекта о гимнастке мы знаем, что ее в поездках сопровождают родственницы и помощницы. Они постоянно ездили в валдайскую резиденцию Путина, видимо, сидеть с детьми. Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Из того же расследования мы знаем, что у Екатерины Головачевой и Олеси Фединой, двоих ближайших подручных Кабаевой, в Сочи есть даже недвижимость, как и недвижимость в окрестностях Валдая. Судя по утечкам данных о перемещениях, подручные Кабаевой в Сочи бывали едва ли не чаще, чем в Москве. По крайней мере, Головачева пробыла там несколько месяцев в 2021 году. В эти месяцы она постоянно ездила поездами из Сочи в Туапсе, а это единственный способ добраться до Геленджика на поезде. Иногда она прилетала в Сочи, а вылетала из Геленджика.
В общем, в Геленджике, где находится знаменитый дворец Путина, у помощницы Кабаевой постоянно были какие-то дела. Сама гимнастка, судя по утечкам перелетов, очень часто ездила за границу из Сочи. Следовательно, она там проводила как минимум много времени, а может быть, даже и жила. Тем более в самом городе есть где жить. У Кабаевой были в распоряжении самые большие апартаменты России. Напрашивается простое объяснение. Путин не случайно ездил в Сочи после Дня Победы. Там он отмечал день рождения своей возлюбленной. Но и эту семейную традицию сломала война. Теперь им с Кабаевой не просто отмечать свои дни рождения на Черноморском побережье. Получается, президент сам же разрушил единственное, что сумел построить в России за четверть века у власти – роскошные привычки и собственный быт. Проект. Узнаете впервые.